Друзья, всем привет! Меня зовут Вера. Добро пожаловать на мой канал. Ребята, как я вас понимаю, когда вы купили квартиру и хотите видеть, как она строится, да, если вы купили, например, дистанционно через интернет. Я сама так покупала квартиру и каждый раз ждала нового видео. А его нет и нет. Застройщики выкладывают редко, риэлторы также редко выкладывают. А вы ждете и не дождетесь, что там изменилось, что посадили, что построили. В общем, любая мелочь для вас очень важна. И вы все время просите меня приехать в Томюк и показать наши комплексы. Те, которые я уже показывала, но вам все равно это очень интересно. Ребята, я сейчас в Томюке приехала и будем смотреть все эти комплексы. Кому интересно, усаживайтесь поудобнее, присоединяйтесь к нашему видео и погнали смотреть. Начнем смотреть с Рио. Я как раз стою возле этого комплекса. Я сейчас стою на западной стороне комплекса. Вдруг ваши окошки сюда выходят. Так все выглядит на сегодняшний день. Ну, в подземную парковку мы не пойдем, мы уже были. Пройдем вперед, посмотрим, что здесь изменилось. Территорию немного озеленили, посадили везде такие деревья, ну типа туи. Я не знаю, как они правильно называются, но смотрятся очень хорошо. Вот так я выхожу сюда во двор. Есть беседки, бассейн, все растет, прижились все кусты. Очень хорошо. Так все выглядит. Несколько беседок, причем немало их. Видите, будете сидеть, отдыхать. Бассейн очень большой, но тест еще не делали, водой не заливали. Он пустой. Смотрю, там детки уже на качельках. Может, кто-то и живет. Но посмотрим. Вот так выглядит внутренняя часть двора. Я буду медленно показывать. И вот сюда поверну. И вот так посмотрим. Здесь, видите, не все доделано. Но я думаю, потом все исправят. Какие неисправленные работы. Здесь уложили плитку. Это входная группа. Вот так выглядит со стороны двора. Вот сюда, если посмотреть, это спуск в гараж. Так все выглядит. А здесь я не знаю, будет ли дверь. Может и не будет. Это вот входная часть. И сразу есть лифты. Несколько лифтов. И, конечно, по бокам должны быть лестницы. Черный ход. Так, а здесь еще какие-то помещения, я не знаю. Видите, может, будут какие-то типа кладовок. Ну, что-то будет. Пока вот так все выглядит. Дальше не пойду, там темно. Зайду в лифт и попытаюсь, ну, хотя бы на какой? Ну, на второй этаж подняться. Высоко не буду. Такой лифт еще, видите, весь в пленочке. Зато с музыкой. Главное, чтобы YouTube еще не забанил эти секунды. Сейчас выйдем и посмотрим. Да, катыки, видите, по-турецки сказали, что это второй этаж. Я выхожу. И давайте вот направо повернем. Как все выглядит. Вот так. Это угловая часть. Вперед комната вот эта идет. Квартира, кстати, да, квартира идет на северную сторону. Мы зайдем. И вот так, видите, выглядит коридор. И квартиры идут на север и на юг. Зайдемте. Так, какой тут номер? Д-53. Вдруг это ваша квартира. Вы посмотрите, какая она есть. Заходим. Вот такие шкафы. Это студия.
На полу лежит плитка, санузел, душевая кабина. Вот такая сейчас подивлюсь. Вот сюда, видите, душик есть. Здесь умывальник, зеркала пока нет, но будет. И с другой стороны санузел, туалет. Да. Выходим, смотрим, здесь кухонька небольшая. И вот так полностью на всю стену эти шкафы. Ну, здесь комната. На полу ламинат. Комната, ну сколько, я не знаю, небольшая по метражу. Здесь выход под кондиционер. Вот так все смотрится. Я сюда вот дойду, в эту сторону. Вот так выглядит студия. Типа отель, ну как в отелях, да? Есть балкон, заходить не буду, ручек нету, видите, вот еще не поставили. А это вид на северную часть. На север горы, сады. Вид шикарный, но плохо то, что автострада. Очень шумно. Даже вот сейчас окна закрыты, но я слышу, как едут машины. Очень шумно будет. Так, ребята, дальше переходим. Камеру не буду выключать. Пройдем, посмотрим. И давайте вот сюда повернем и зайдем в квартиру, которая пропустила. Вот это, видите, черная лестница. Я думаю, она с одной стороны здания и с другой. Вот так пройдем. И давайте вот в эту комнату. Это у нас D70. Открываем дверь и заходим. Также идет шкафы, все, видите, с одной стороны, ну, в зеркальном. Здесь туалет и душевая. Вот так все выглядит. Ламинат. Когда выход во двор, не шумно, совсем не шумно. Напротив это нас комплекс Вегас, а вот это строится Рио-2. Видите, сегодня и праздники в Турции, но люди все равно работают. Вот так все выглядит. На балкон не могу выйти, потому что все, видите, без ручек. А смотрится вот так. Сейчас я отойду. Кухня так прилично смотрится, шкафы, вот красиво, знаете, такой молочный цвет. Хорошо смотрится. Шла по коридору и смотрю, такая комната. Это вот западная сторона на 2 окна. Огромная просто. Но пока ничего нет. Я не знаю, что это будет. Может, какая-то отдельная, а может квартира. Видите, 2 окна. Это вот эта сторона. Я спустилась обратно на лифте. Минус 1 этаж. Вот нужно нажимать, чтобы выйти вот сюда на террасу. Пройдем, посмотрим. Может, увижу КПДЖ. Да, расспрошу у него, что и как, когда ожидают окончания строительства, если он знает. Хочу пройти вот туда, в ту сторону. Немного пройду здесь. Не знаю, ребята, точно или не точно. Ну, вы узнавайте у своих, конечно, застройщиков, когда покупали квартиру, да. Как мне КПДЖ сказал, что где-то месяц и все будет готово к сдаче. Но я не знаю, будет ли готово все. В общем, так. Такая территория. Зелененько все. Все прижилось, видите, все кустики, деревья, беседки хорошие, очень много. И причем сразу, видите, электричество есть вот на беседках. Фонарики такие висят, видите. Вечером будете сидеть и разговаривать. Если столики поставите, будете чай пить. А вот здесь, я не знаю, такой навес, может барбекю поставят. Ну, хотя, видите, сверху такие штуки.
Так красиво все смотрится. Медленно покажу. Может, увидите свои окошки. И вот так. Первый это мне сказал вот этот, который прямо смотрит на меня, это облог. Ну, не знаю, правильно или неправильно. В общем, все выглядит вот так на сегодняшний день. Ребята, немного мы посмотрели. В общем, не так сильно. Ну, изменилось, конечно, все, но не совсем уж прям закончено. Я думаю, будут доделывать. Дай бог, чтобы успели все за это там месяц или полтора доделать. Вот. Ну, рядом стройка, поэтому первое время будет шумно. Вот. А сейчас мы пойдем посмотрим Вегас. Это рядом комплекс. И посмотрим, есть ли там изменения. Или все осталось на прежнем месте. В общем, пойдемте смотреть. Сегодня погода подпекает. Я не знаю, какая у вас погода, но у нас с утра, наверное, градусов 30. Поэтому пока доехала, полностью весь маршрут не снимала. Вы уже видели эту дорогу. И Чешмели, и, в общем, все. Все, что по пути, уже не стала снимать. Во-первых, по трассе неудобно снимать. В общем, так. Пойдемте смотреть дальше. Друзья, я подошла к Вегасу. Комплекс. Раньше был проход, вот здесь можно было проехать, поставить велосипед. Сейчас смотрю, заборчик делают. Видите, одну часть уже сделали. И здесь вот загородили. Значит, въезд будет с какой-то другой стороны. Я сейчас попробую здесь оставить велосипед и перейти через лесенку. И если мне разрешат поснимать, зайду, поснимаю ваш комплекс. Ребята, мне разрешили снять, поэтому я вам показываю сразу первый комплекс. Это сторона, которая выходит на юг. Вот так все выглядит. Здесь еще двухэтажные виллы, вы знаете, да, целый ряд. Ну, у охранника я спросила, говорю, сколько еще ждать до окончания строительства? Ну, почти 2 года, он сказал. Поэтому набирайтесь терпения. Я думаю, раньше не закончат. Работы, конечно, очень много. Видите, сколько? Там побелили этот комплекс. В прошлый раз он не был побелен. И вот здесь, видите, не финишную, а вот первую штукатурку нанесли, побелку. И, мне кажется, побелили вот эти здания, виллы двухэтажные. Ну, бассейн, я думаю, так и остался. Вокруг землю навезли. Ну, туда, видите, не подойти. Просто сплошняком вот эта земля такая с камнями. Ну, уровень немножко будут поднимать. Поэтому я не думаю, что там что-то сделали с бассейном. Сейчас посмотрю, если есть где-то открыто, может там какая дверь. Постараюсь зайти в квартиру, посмотреть, что сделано. Смотрю, вот с этой стороны немножко приоткрыта дверь. Но зайти нужно вот сюда. Главное, чтобы на голову ничего не упало. Сейчас я поднимусь. Вот так. Ветерок-то дует хороший. Попробую вот сюда зайти, вот в эту дверь. Видите, щелочка есть. Вот так все выглядит на сегодняшний день. Комнатка, ну и скажу вам, совсем маленькая. Я не знаю, это 1+1 или 2+1. Пока ничего нет, ни дверей, ничего. Все выглядит вот так. Так, это, скорее всего, 1+1. Это будет кухня и зал. Ну, небольшие размеры. Сейчас пройду вот сюда. Вот так смотрится все. Пока ничего еще не сделано. Так, туалет. Плитка выложена все. И вот это, я не знаю, какие-то в коробках материалы. Ну, а комнатка, спальня, ну, я не знаю. Очень маленькая. Метров 8,5, наверное. Просто здесь, видите, как бы вот эта душевая, да, вот она заходит. Если бы
не было этого уступа, то была бы побольше. Но за счет этого сделан туалет и ванная душевая вместе. Так, и вот так в коридор. Лифт, несколько лифтов смотрю, один, второй, третий. И вот так выглядит коридор длинный в эту сторону. И сейчас я развернусь в другую сторону, посмотрим. И другая сторона вот так. Там черные лестницы. И тут еще, наверное, комната. Да, это уже выходит на северную сторону. И смотрит, вот здание там рядом, это Рио. Но здесь, мне кажется, комната побольше. Ну, зайдем посмотрим. Ага. Вот смотрите, как здесь будет туалет. Потом такой уступ. Это шахта, видите, вентиляционная. Здесь умывальник. Или наоборот, здесь будет туалет, потому что инсталляция туалет и душевая, а здесь будет умывальник, скорее всего, да. И вот так разворачиваемся. Смотрим маленькую комнату. Да, эта комната побольше, я вам скажу. Выглядит вот так. Есть такой небольшой балкончик. Ну, это вот первый этаж. И вид на горы. Так, я поверну камеру. Это побольше комната, хорошая. Вот для спальни хороший размер. Ну, здесь может будет какой-то шкаф отгораживать. И, видите, просто двери стоят. Скорее всего, будет кухня там и зал. Это общая такая, да. Ну, вот смотрите, я вам покажу. Вот там будет кухня. Отгородят, может, каким-то шкафом. И с этой стороны, если смотреть, ну, небольшой зал. И балкончик также есть. Я не знаю, он отдельный. От спальни отдельный балкон. Вот так все выглядит. Сейчас пройдем, посмотрим еще что-нибудь. Так, ну это уже следующий дом. Посмотрю за лифтами, вот пройду, глянем, такие же комнаты или отличаются. Так, проскочила. Вот такая комната. Вот смотрите, мы заходим. Вот здесь уже более видно, да? Будет кухня, все выходы есть. И зал. Так выглядит. Комнатка небольшая. Ламинат вот такой будет. Видите, коричневый. Ну, такой. Смотрится нормально. Ну, пока еще ничего нету. Видите, сантехники нет. А цвет стен вот такой беж. Не знаю, видно вам, нет. Ну, вот я покажу между потолком. Видите, как бы немного другой цвет бежевый. Вот так все выглядит. Я выхожу. Ну, где двухэтажная вилла, здесь пока нигде ничего не сделано, поэтому подниматься не буду, просто оштукатурено все. Или подняться. Ладно, давайте зайду, гляну. Есть генератор. Видите, как хорошо, когда сразу ставят генератор. Да, немножко штукатурка, но еще будут потом белить все, затирать, потому что, видите, все забрызгано. Так. Ох ты, елки-палки, вот это холл, я понимаю. Огромный. Огромный просто. Был бы еще такой балкон побольше. Было вообще супер. Здесь, видите, такой интересной конфигурации, но маленький балкончик. И море, вот буквально недалеко. Я не знаю, метров 400, наверное, точно. Где-то в пределах этого. Вот так все. Материалы. Да, ребята, хорошо, когда вилла есть, да? Но лучше бы, когда была она отдельная. Не в комплексе, да, вот, где много народу и вы толкетесь вместе.
а своя отдельная. Но в Турции это очень дорого. А вот эти виллы, они рассчитаны на 2 хозяев. Как бы на одну сторону и на другую сторону. Но я в прошлом видео снимала, поэтому, если интересно, кому посмотрите, там план есть. В общем, я проходила, все показывала. Но я, как вы знаете, никогда ничего не рекламирую. Я не застройщик и тем более не риэлтор. Я простой человек, которого вы просите, ребята, показать ваше жилье. И я приезжаю и показываю то, что есть на самом деле. Поэтому к строительству я ничего не имею. Вот. Так что так. Иду пешком, велосипед качу. Здесь дорога не очень, ямы, поэтому небольшой участок пройду. И там пойдем смотреть Маршал. Вот часто спрашиваете также, когда уже сдадут. Да, стройка идет с большим опозданием. Хотелось бы, чтобы быстрее все закончили. Я вас понимаю, как вы ждете. Но такая селяви. Я спускаюсь к Маршалу. Помните, в прошлом видео делали входную группу, каркас только варили. Сейчас смотрю, что-то сделали, не полностью, но немного сделали. Если кто-то есть, спрошу, можно ли снять, и зайдем посмотрим, какие изменения сейчас есть. Хочу показать, вот такая входная группа. Я не знаю, сверху, наверное, будет еще какая-то инсталляция. Я свой велосипед оставила. И здесь будет такая кабинка. Здесь, скорее всего, охрана будет сидеть. Ну, в общем, вот так все выглядит. Сейчас перейду. Кого-нибудь найду, если есть кто. Спрошу, можно ли снять видео. А так вот, смотрите, как красиво на входной группе. Все зелено. Скамеечки есть, можно посидеть. Очень классно. Мне разрешили снять любезно. Поэтому, ребята, прогуляемся вместе. Покажу вам вот этот комплекс. Это окна выходят на южную сторону. По нумерации я не знаю, где какой блок. Я знаю, что их сколько? Так, 3-5 блоков, да? Вот так блок, второй, третий чуть дальше, четвертый. И вот если повернуться, вот это вот 5-й блок. Вот так. Ну, сейчас пройдем, посмотрим. Здесь все зелено, видите, как хорошо. Есть беседки, пальмочки. Территория все покошена. Очень удобно. Как мне сказал только что, я не знаю, сторож, ну, который охраняет здесь, все смотрит, говорит, ну, пару месяцев. И должны, по идее, все закончить. Ну, я не знаю. Это вы уж спрашиваете у застройщиков, когда вам получать ключи. Вот так все выглядит. Здесь, видите, выводы есть. Скорее всего, будет освещение, но пока ничего нет. Зато какие пальмочки красивые. И вот такие цветы полностью вдоль всего дома. Такие красивые цветы. Пойдемте, пройдем туда дальше. Большая спортивная площадка. Можно поиграть в футбол, волейбол, все что угодно. Так все выглядит. Смотрите, как приятно, да? Кто на первом этаже, это Гириш, наверное, первый этаж нулевой. Вот так пальмочка прям у окошка растет. Ну вот эту все-таки постройку, видите, как ступенечки, пока ничего не сделали, ни облицовку. Я не знаю, может ее просто покрасят. Ну, как-то не очень она смотрится. Хотелось бы, чтобы или плитку выложили, или уж если покрасили, то красиво. Я смотрю, здесь, видите, комнатка открыта. Все чистенько, побелено. Но дальше, я не знаю, наверное, закрыта все-таки дверь. Сейчас попытаюсь зайти. Посмотрим. Да, дверь закрыта.
Поэтому выйду чуть дальше, гляну, может там еще где-то открыто есть. Но отсюда уже не забраться. Ну, посмотрим. Так, видите, шкафчик. Ну, до конца не доделан, еще дверей нету. Не знаю, видно вам или нет. Солнце светит. Ага, кухня уже есть, по-моему, да, ребята, смотрите, там видно вам, нет? Кухня. Ну, просто не зайти. Это я показывала, вот первый этаж, гириш. Вот в этом блоке. Это на южную сторону, прям виды на море. И представляете, вот с верхних этажей какие террасы. С ума сойти можно. Вот можно застеклить, там все сделать. И вот на этом доме вот тоже блок, огромные такие террасы. И на море. А море вот буквально недалеко. Если пройти, ну метров 350, наверное, 400 будет все-таки, не меньше. Потому что здесь вот этот дом Айкент, да, Айкент. И после него там еще метров 150 идти, если не больше. Я отошла немного дальше, ну не стала уже подниматься. Видите, как бы здесь ничего пока не сделали. Хотя должны были там какие-то комнаты быть, типа массаж делать, там какие-то магазинчики маленькие, может еще что-то. Ну пока ничего не сделано. Все как было, так и есть. Все, пойдемте, ребята, потому что все закрыто. Не знаю. Пока никого нет, никто не живет, ничего, нигде не видно. Ну, узнавайте у застройщиков. Если что, пишите в комментариях, когда вам обещают сдать этот комплекс. Будем ставки делать, да, сдадут или не сдадут на тот момент, как обещают. Теперь проедем на набережную, посмотрим, есть ли там изменения. Раз уж я здесь, обязательно нужно проехать, посмотреть и посмотреть, какое море. На улице очень тепло, хорошо. Все посмотрим и поедем дальше в Арпач-Бахшиш. Также съездим, немного посмотрим, прогуляемся. Это не очень далеко, рядом почти. Ребята, в сами квартиры не получилось зайти, потому что закрыто, а люди обедают там, ребята. Ну, не стала отвлекать, поэтому пусть кушают, они работают здесь. В общем, так. Я думаю, в следующий раз или попозже увидим или услышим, когда все закончится, это строительство. И вы наконец-то получите ключи от своих долгожданных квартир. Все, ребята, если не устали, едем на море. Посмотрим, какое море. Здесь ветерок такой продувает, но на улице очень жарко. Едем дальше в сторону моря. Вот эти еще комплексы новые строятся. Еще пока не сданы, я смотрю. Нету кондиционеров, никто не живет. Видите, уже сделали входную группу. Названия нет пока, но генератор есть. Это замечательно просто. Озеленили все. Я как-то заходила сюда, снимала в прошлых видео. Кому интересно, полистайте. Ну, а я еду на море. Посмотрим набережную. Посмотрим, насколько чистое море или не очень. Потому что то дожди были, то ветра. Поэтому, может, вода и не очень чистая. Я смотрю, многие идут уже с моря, с детками. Сейчас праздник Байрам, уже последние дни. Поэтому, ребята, видео может выйти немного попозже. А так, турки сейчас отдыхают. Осталось не так далеко. Море вы уже видите, наверное, да? Заканчиваются деревья, начинается море. Здесь старые дома, уже давно, которые были построены с двух сторон. Вот так они выглядят. Я выехала на набережную. Видите, с той стороны там ресторанчик и пляжная полоса туда. Все травой засеяно, очень хорошо газон. Можно позагорать. А вот здесь просто песочек.
Сейчас я пройду сюда немного дальше и посмотрим море. Я поставила велосипед. Здесь, видите, машины подъезжают. Обычный пляж песчаный. Ну, посмотрим, чисто, не чисто. Народу много. Потому что, как я сказала, что в Турции праздники сейчас, Байрам. Поэтому многие пришли отдохнуть, поплавать. Вдали там, видите, есть такие мостики. Очень удобный заход. Зонтики. В общем, очень хорошо. Пляж немножко грязный, но зато тепло и солнышко. Смотрите, сколько людей. Подойдем поближе, посмотрим, насколько чистое море. Здесь, видите, такой темный песок, поэтому волны перемалывают песок и вот это все выбрасывает. Но море чистое. Смотрите, как все веселятся, отдыхают. Я не знаю, камера передает цвет моря, но оно очень красивое. Ветерок, солнышко. Люди отдыхают. Детки, каникулы у них сейчас. До конца месяца все развлекаются. Вот такие волны бегут. Близко не буду подходить. Море шикарное. Так что, ребята, кто собирался приезжать и отдыхать, приезжайте, не пожалеете. Посмотрели мы немного моря. Видели, сколько людей отдыхают. Очень хорошо. Когда праздники, турки, они обычно приезжают в гости друг к другу. Кто из Мерсина уезжает, а многие приезжают сюда в Мерсин. И, в общем, отдыхают, идут семьями прямо на море, собираются и хорошо проводят время. Немножко отошла. Помните, в прошлом видео я показывала, что вот этот дом был старый, ну, под снос, наверное, или реконструкцию, я не знаю. В общем, какой-то застройщик выкупил, поставил забор, и вот это вот помещение круговое тоже все за забором. Или будут сносить, или делать, в общем, какую-то реконструкцию. А раньше вот здесь были такие лотки, вот я вижу они вдали. Здесь был рынок. Я не знаю, сейчас он работает, но обычно в какие-то дни, не знаю, если кто живет здесь, в Томюке, напишите, в какие дни на набережной у вас рынок, или может каждый день. Просто сейчас праздники, поэтому не могу сказать. И вот здесь, видите, небольшие лотки с ящиками уже пустые, подготовленные, но пока никого, ничего нету. Все, ребята, едем в Арпач-Бахшиш. Ребята, я уже приехала в Арпач-Бахшиш, заехала остановилась возле Сите Лавинья де Люкс. Ну, что хочу сказать, здесь ничего не изменилось. Все как было, плитка лежит, все лежит. В общем, все выглядит так. Ну, покажу вам дом. Я знаю, что у вас есть квартира здесь. Еще хочу подъехать. Вот, видите, такой серый дом, Кея Петра. Но с этой стороны не подъехать, а подъеду с той стороны. Там также квартиры, по-моему, я не помню, Татьяна вроде бы покупала. Ну, в общем, ладно, проеду. У вас уже бассейн работает, видите, в Лавине. Люди спускаются с горок. Видно вам, да, ребята? Вот такая красота. Отдыхают. Сейчас немного проеду, остановлюсь там. Пройду пешком, качу велосипед. Видите, уже в некоторых сите бассейны заполнили водичкой. Ну, у нас пока еще нет. Но надеюсь, что в этом году будет бассейн. В прошлом году был. Купались вообще замечательно. Вот видите, детки наверху. Вот так все выглядит. Покажу вам дом с этой стороны, где ваши окна. Классная территория у вас, зеленая, все чисто. Музыка играет, там уже и шезлонги, и зонтики, все поставлено. Так что приезжайте, будете купать, наслаждаться. Когда на море ходить, когда в бассейне. А я сейчас хочу туда вот проехать, но дороги нету, видите, пока асфальта нет.
Не знаю, проеду я здесь или нет. Ну, в общем, поехала я дальше смотреть. Видите, вас даже со свистком там кто-то дежурит, значит. Это хорошо, присматривают. На улице так жарко, я бы сама с удовольствием в бассейн запрыгнула. Но у нас пока еще не залили. Ну, надеюсь, зальют. Вообще, в каждом сите там смотрят. Бывает и бассейн есть, но не заливает. Так что такие дела. Ну, в прошлом году у нас было хорошо. У нас бассейн большой в сите. Купались. Водичка замечательная была. Надеемся, когда каникулы начнутся у детей, и у нас наполнит бассейн. Все, поехали дальше. Не видно, да? Вот так, видите? Вот с этой стороны музыка играет. Все классно. Так, еду и смотрю, здесь кукурузное поле. Скорее всего, не проеду. Да, я смотрю, Кея Петра не проехать. Ну, вот это с этой стороны Сите. Окошки, вот эта сторона выходит на море. Дальше на другую сторону. Трасса Д400 недалеко. Это мне нужно будет выехать сюда на трассу Д400. И потом объехать и с другой стороны показать Сите. Так, дороги нету нормальной. Ну, я не знаю, есть ли тут дорожка туда. Какая-то есть. Видите, колея. Сейчас попробую проехать. Это новый дом, наверное. Поэтому вот так все выглядит. Видите, какая кукурузка. Но на рынке уже продают полным ходом кукурузу. И жарят, и варят, и какой только нету. И свежую можно купить. А здесь дорога, вот смотрите, одни колдобины. Ну, проедем. Остановилась у Сите. Смотрю, вот так окошки. Вот это южная сторона. Вот так. А эта сторона запад. Вот это. Ну, я так думаю, что два дома похожих вот рядышком стоит. Скорее всего, это Сите из двух блоков. Поэтому покажу вот так все. А может даже и нет. Не знаю, посмотрим. Хотя забор одинаковый, все беседки. Все такое одинаковое. Объеду с другую сторону, посмотрим. Дороги нет, поэтому подпрыгиваю. Ну, покажу вот с этой стороны. Еду на пригорок. Объехала я с другой стороны Сите Кея Петра. Ну, видите, какой срач пока. Ну, генератор есть, слава богу. Это хорошо. Вот это северная сторона, этот блок. Вот эта восточная сторона тоже относится к этому Сите. Я не знаю, можно зайти или нет. Сейчас попробую зайти на территорию, сфотографировать, что там есть. Танюша, по-моему, это ваша квартира. Но окна не знаю, на какую сторону. В общем, покажу вам немножко Сите. Вот так, я зашла на территорию. Уже машины есть, значит, люди живут. Не все, конечно, квартиры заселены, но вот так все выглядит. Зеленые деревья. И сейчас подойду сюда, к бассейну, посмотрим. Никого нету, все открыто нараспашку. Пока ни охраны, ничего нету. Ну, территория хорошая. И, кстати, у вас бассейн заполнен водой. Это, скорее всего, заполняли, чтобы проверить. Вот такой большой бассейн. Маленький для деток, совсем крохотный. И такая вот как бы площадочка. Здесь не так глубоко. Можно посидеть, наверное, просто полежать в водичке. И посмотрим территорию. Велосипед оставила. Есть баскетбольная площадка, горки детские, беседки очень хорошо. Много причем беседок, поэтому, ну, трава не покошена, но ничего. Если будет кападжи, я не знаю, есть ли кападжи или нет, то уберут все со временем. Возле бассейна душевые кабины, и все выглядит вот так. Смотрите. Окна, если здесь ваши, то вот так покажу. И соседний дом. Сейчас поверну камеру и вот так подниму кверху. Многие заселились, видите, висят кондиционеры. Но многие пустые квартиры, видно, что грязные.
Первый этаж высокий, очень не низкий, а такой высокий. Так что классно. Вот так все смотрится. Поедем дальше. С этой стороны я смотрю Cité MNZ Gold City и вот целый ряд новых. Ну, мы там проедем, немного дальше проедем. Иду мимо поля кукурузного, смотрю Cité MNZ Блюстин. Я не помню, по-моему, у Наташи здесь квартира. Ну, здесь много сите, в которых квартиры покупали. Сейчас я с тыльной стороны, с северной. Ну, пройду вперед немного и поеду там, где южная сторона. Посмотрим. Да, тут еще есть и участки, которые будут застраиваться. Хочу вот сюда проехать. Не знаю, будет ли дорога. Что-то там перекрыто, по-моему. Наверное, не получится проехать. Да, с той стороны не получилось проехать. Ну, проеду с этой стороны. Покажу вам дома. Территория здесь хорошая. Несколько блоков. Это МНЗ, по-моему. Вот это восточная сторона. Так, ладно, сейчас объеду. Да, дороги, конечно, здесь убийственные. Это МНЗ Башаран, Сите и Блюстин. Сейчас немножко проеду, остановлюсь. Сите МНЗ Башаран. Вот так выглядит. И рядышком Сите Блюстин. Шикарная территория. Ворота открыты, но я не знаю, можно заходить или нет. Много людей здесь. Сейчас приехали турские. Они в гости приезжают друг к другу. А так выглядит территория вот так. Все. Да, здесь охрана, заходить нельзя, поэтому не буду заходить. Но шикарно все. А рядом Сите Garden Love. Видите, уже покрасили. Окна стеклят. По-моему, у Оксаны здесь квартира, я не знаю. Сейчас пойду, немного поближе подъеду, покажу. Это вот восточная сторона, вот это юг. Но с другой стороны уже там не объехать. Да, видите, я хотела с той стороны проехать, но с этой стороны тоже натянута веревка. И там лужа очень грязно. Вот так все выглядит. Территория пока еще, видите, заставлена всем. Туалеты и все остальное привозят. Там еще плитка какая-то, может, для бассейна. Потому что бассейн, я смотрю, он повыше, скорее всего. Но уже туда не пойду. Вот так все выглядит на территории. А это вот окна будут смотреть на юг. Так что, если у вас на эту сторону окна, будете видеть море, надеюсь. Спускаюсь вниз. Основные дома мы посмотрели, которые вы часто просите. Сейчас проеду по набережной и поеду домой. Солнце подпекает. Я не знаю, как у вас температура, а у нас с утра уже плюс 30, поэтому жарковато ездить. Если с утра выезжаешь, еще куда ни шло, да. Если немного попозже, очень жарко просто. Все, ребята, поехали на набережную. Посмотрим, какое здесь море. Говорю, как непривычно, да. Вроде бы вот высотные дома. И вот рядышком, видите, простой турецкий дом. Люди живут. Небольшой такой, двухэтажный. И мопед есть, деревья. Ну, не знаю. Когда-нибудь продадут этот дом. И все застроится. Вот так. Близко не буду подходить. Все, еду на набережную. Дороги пока вам не сделали еще, видите, непонятные. Насыпали просто, грунтовка какая-то и укатали. Ну, везде ямы. Ну, хотя, видите, вот все привезли. Тротуарную плитку, но ничего такого нету. Покажу вот так Сите. Не знаю, что ли на дома смотреть, то ли на дорогу с ямами, чтобы не упасть куда-нибудь. На солнце, блин, подпекает. Говорю, съемки занимаю. Тут вроде бы, да, видео смотришь, там полчаса, там чуть больше или чуть меньше.
А пока снимаешь, полдня занимает, несколько часов. Поэтому показываю все, как есть. Видите, ребята, ямки. Все на великах ездят. Где дороги нет, пыляка, ужас просто. А вот это МНЗ Life City комплекс. Вот так проедем немножко. И немного проеду и выйду на набережную. Да, когда дороги нет, одни ямы, тяжеловато. Подпрыгиваешь, непонятно как. А это старые комплексы. Здесь по набережной в основном уже старая застройка. Квартиры везде большие. Ну, многие покупали не только в новых домах, но и в старых. Поэтому, ребята, вдруг ваши сите, а вы где-то дома, я думаю, вы обрадуетесь и увидите свои окошки. Вам приятно будет. Так, сейчас посмотрю. Наверное, налево поеду. Тоже дороги, видите, перерывали все. Повернула налево. Вот с этой стороны такие дома. И тут уже немножко. И направо поверну, выеду на набережную. И поедем в сторону дома по набережной. Но обязательно зайдем на море, посмотрим, какое оно здесь. Сейчас проеду вот между столбиков. Вот так проехали. И море недалеко. Можно пешком пройти, прогуляться. Вот такие тоже здесь сеты. Видите, как построены. Раньше строили. Лестницы были не в доме, а как бы на улице. Вот это вот полукруглые. Это черная лестница. Строения такие выходят, квартиры и на лестницу. Немного завернула направо, показать вам пляж, где люди отдыхают. Здесь зонтики, но скорее всего зонтики эти от Сите, поэтому вот здесь можно отдыхать. Ну, рядышком. Я думаю, что на шезлонге и под зонтик не разрешат. Остановилась, все-таки хочу спуститься вниз здесь и посмотрим, какое море. Сегодня, конечно, волны. Мы же заезжали туда, в Томюк, смотрели, да? Ну, здесь вот видите, как деревянные такие шезлонги, зонтики. Ну, хорошо, отдыхают. Вот такая красота. Хотите на море? Вот оно. И зовет: давайте, давайте сюда приезжайте, я теплая. Вот такое море. Купаются. И так по всей набережной, видите, зонтики, это практически от Сите выставляют на лето. И очень удобно. Вот так все выглядят старые постройки по всей набережной. Вот такая красота. Установили трапики, чтобы заходить было удобно, не по камням. Вот еще вам покажу море. Это немножко впереди такое мутноватое, песок закручивает. И получается такое это море. Но вода теплая. Уже 24-25 градусов, если не больше. Иду уже к велосипеду. Прокатимся с вами по набережной. Я вас прокачу с ветерком. Так, раз. Посмотрите на море, порадуетесь. Если вы уже на чемоданах, то вам будет очень приятно, да, что скоро приедете, будете загорать, отдыхать, купаться, а другие будут сидеть дома. Так что здесь квартиры можно покупать, даже как летнюю дачу. Потому что в других местах дома, если купить дачу, я думаю, цена не меньше, чем здесь купить небольшую квартиру и приезжать всей семьей или по очереди, чтобы не мешать никому, да, и отдыхать. Ну, а теперь с ветерком прокатимся по такой набережной. Замечательный просто. Какая красота. Убирают. Кто-то поставил уже, видите, все, а кто-то еще готовит территорию. Кафешки. Все, турки будут зарабатывать. Ждут
всех иностранцев и своих жителей Турции из других мест, потому что летний сезон – это у них сезон заработка. Вот так все смотрится. Я еду не очень быстро, чтобы вы все рассмотрели внимательно. Вдруг вы захотите, может, приехать и снять квартиру. Поэтому уже будете видеть и хотя бы приблизительно ориентироваться, что вас ждет. Потому что я всегда показываю все то, что есть на самом деле. Я не риэлтор и не застройщик, который все красиво рассказывает при покупке жилья. А по факту получается немного другое, но вот так. Так что знайте и имейте в виду все. Сейчас вот на градуснике плюс 29, но ощущается все равно побольше. Не знаю, жарковато. В кафешечке можно посидеть, видите, прям покушать. Все что угодно приготовят по вашему желанию. Турки всегда едут на машинах, прям хотят, в море заехать. Видите, как есть место, нету, но вот с этой стороны тоже покажу. Везде машины. И сейчас пройду мостик этот. Он не очень широкий, поэтому, чтобы никому не мешать, спокойненько пройду. Вот здесь такая речушка болотистая. В прошлый раз здесь лягушки квакали, но иногда бывают черепашки. Но сейчас я не вижу черепашек. Просто все заросли. И рыночек. А здесь, господи, ребята, знаете, я вспомнила, как раньше я ездила на море. Посмотрите, нету места. Сколько народа здесь. С ума сойти. Рыночек здесь, видите, не все открыли. Скорее всего, к вечеру будут работать. А так... Сейчас я остановлю велосипед, поставлю и приближу камеру, посмотрите. Смотрите, сколько народу отдыхает сейчас на море и сколько купается. Полностью вся набережная, очень много. Все отдыхают, загорают, погода замечательная. Поеду потихонечку, поверну вам камеру, чтобы вы посмотрели, сколько здесь отдыхающих. Здесь, видите, вот все готовят. Рыночек, уже черешня есть, 160 лир, по-моему, если я успела. А так кукурузу все продают, даже качельки маленькие. Но это вечером детки будут кататься. Смотрите, вся набережная, столики. Каждый делает свой бизнес. Водичку продают, кукурузку жарят. В общем, так. А вот эти палаточки откроют вечером. Здесь много туристов всегда ходят, все покупают. Никто это не трогает. Вот клубничку привезли. Видите, мужчина клубничку, челек. И тут же вот кукурузку. Вот так, кукуруза. Даже по-русски говорят. Многие уже турки знают, что как сказать. Привычные для нас слова. Поэтому не переживайте. Будете сыты, голодные не будете. Еду не торопясь. Видите, вот готовят рыночек. Помидорки, огурчики, все есть, салатики. А тут клубника вообще по 80 и по 100 лир. Дыни, 3 дыни на 100 лир. Маленькие они, конечно, но все равно. А здесь машина с персиками привезли. Вот сейчас разгружают. И вся набережная полностью. Видите, как люди ходят, отдыхают. Кто-то уже накупался, кто-то собирается только. Сейчас подпрыгну. Ой, вот эти есть дорожки. И посередине такие, знаете, прорывали что-то. Или свет, наверное, может. И не заасфальтировали. А здесь вот развалы. Секонд-хенд. Ну, такое, оно новое все, но как бы уже что-то вышло из моды. Ой, опять подпрыгнула. Видите, как? Или такие более теплые вещи, распродажи. И вот все накрыто. Ни один человек не подходит, ничего не трогает товар, никто не охраняет его. Поэтому все спокойно здесь. На велосипеде пронесся ребятенок.
Здесь и полиция проезжает, смотрят за порядком, чтобы все было хорошо. Поэтому вот такой. Ох, и поливают все. Сейчас забрызгает, наверное, распылитель на набережной. Траву поливают. Народу очень много. Где какой навес, там сидят, чай гоняют. Может, что-то покрепче, не знаю. Ну, люди отдыхают. А здесь, по-моему, гостиница, отель есть, да, и ресторанчик. Сейчас подпрыгну. Да, вот эти дырки не заасфальтировали, неудобно, подкидывает на велосипеде. Прям аж сильно. А здесь музыка играет, такие шатры. Можно компанией собраться и отдыхать. Берете, это все платное, конечно. Даже тир, я смотрю, тут есть. Видите, можете пострелять. Вот так. Хорошая зона отдыха. И с другой стороны кафешка. Вот. Самое главное, чтобы YouTube не забанил музыку. Здесь в кафе даже, видите, вы можете посидеть и покурить кальян. Ну, кто любит это дело. А кто не любит, можете просто отдохнуть и покушать. Или кофе попить. Здесь мороженое дундурма, всякие сладости, соки. И вот здесь прям продают такие из гипса фигурки. Вы их можете разукрасить. И такой... Тихо-тихо. И такой рыночек. Вот турки, они никогда не смотрят. Мне просто невозможно было сигналчик этот нажать, звоночек, чтобы услышали. Потому что в одной руке руль, а в другой держу камеру. Поэтому не могла девушку предупредить. А они никогда не смотрят. Вот такое ощущение, что дорога только для них. Что на машине, знаете, вот едешь по дороге, остановился, открывает двери, не смотрит в задний вид, там что едет кто или не едет. Пофиг дым. Главное, чтобы ему было все хорошо. Так, мы Арпач-Бакшиш проехали и сейчас едем по набережной Тамюка. Везде стоят, видите, такие чаны. Здесь варят кукурузу. Ну, мороженое будет, наверное, готовят витрину к вечеру. И столики выставили везде. Я вам показываю побольше моря, чтобы вы насладились им. Может, надумаете приехать. Конечно, знаете, сейчас билеты дорогие, перелеты очень дорого, но хотя бы ненадолго можно поискать билет какой-нибудь на чартер или там доехать на автобусе до какого-то места. А отдохнуть обязательно нужно, потому что вы зарядитесь позитивом, энергией, накупаетесь, получите витамин D от солнышка, по-моему, да? И будете счастливо весь год работать или отдыхать. Ну, у кого как. А я еду и показываю Сите, какие раньше были оформления. Видите, территории. Да, ребятишки машут, радуются, когда попадают в кадр. Для них это удовольствие. У нас обычно стесняется, да, что ты меня там снимаешь или еще что. А здесь наоборот. Люди радуются, что их снимают, показывают, и кто-то увидит других. Может, родственники их увидят. Им это очень нравится. Вот такие, видите, территории красивенные. Народу очень много. Еду вот по всей набережной, и нету такого места, где бы было пусто. Посмотрите, сколько людей купается, отдыхает, загорает. Красота. Я тоже сейчас приеду и пойду на море. Потом сделаем еще видео следующее. Я вас также возьму на море, покупаемся, позагораем, поговорим обо всем. Вот так все, видите? Я представляю вечером, как здесь классно. Огни горят, люди ходят. Ну, как-то вечером не хочется, потому что мне в любом случае потом нужно выезжать на трассу Д400. И там
Не хочется по темноте ехать, потому что машины едут как сумасшедшие просто. Они несутся со скоростью звука. Как и люди здесь, расслабленные все, не смотрят, куда попало идут. Неважно, что здесь и велосипеды, и мопеды ездят. Все им пофиг. Деревья отросли, видите как. И везде есть территория, водичка, можно ополоснуть ноги. Так, проедем немножко. Показываю вам все, камеру не выключаю. А здесь дорога, видите, подкидывает меня, не знаю. Еще и сзади кто-то едет, поэтому и хочется и вам показать мороженка Дундурма. Вкусное мороженое. Вот. А вот здесь палатка, обычно рыбку такую готовят. Вот в Икмеке на углу. Здесь картошечка есть, видите, фри. И вот тут рыбку делают. Все. Останавливаю камеру. В которой были вот эти штуки разрушены, боковые, все поставили. Ну, я на велосипеде, поэтому проезжаю. И посмотрите, какая здесь территория все-таки классная. Все зеленое, убирают мусор, поливается все. Набережная очень большая. У нас такой нету. Вот жалко, конечно. Хотелось бы такую набережную, зеленую. Вот люди идут. Посидеть в теньке. Вот там столики стоят. Я уже на другую дорогу выехала, чтобы никому не мешать. Вот такие красоты вам турецкие. Вдруг вы не ездили никогда в Турцию, не были. Поэтому я с вами делюсь, постараюсь показывать побольше всего интересного. Да и просто так вот пройти. Видите, как виллы. Сидят, он в домино играет. Ну вот это игра 101. Все в розах. Такая красота. Умеют люди отдыхать, да, не парятся. Работа там, все это подождет. Главное отдохнуть спокойно. Все для жизни. Потому что в Турции семья на первом месте. А все остальное, работа, деньги, это все на втором. Здесь такой пляжик, я как-то заходила, но сейчас не остановилась. Здесь территория хорошая, песчаная. Это в основном от сите. От вот этих сите всех выходят они. И там есть и шезлонги, и зонтики. И они лежат, отдыхают, все. Вот проедем. Кто-то рыбу ловит. Вышли там рыбачки. И детвора, смотрю, много. А вам показываю море. Мужчина взял сетку такую. Ой, рыбка есть. Мелкая такая в бутылке, 5-литровке. Понес рыбку, наловили. Это такая, знаете, типа, ну как вам сказать. Вот смотрите, сколько людей. Сетка такая квадратная, ее забрасывают и потом затаскивают. И получается иногда мелкая рыбка пойматься. Неудобно. И широкая дорога вроде бы, но турки ходят во все стороны, видите. Ой, ну сколько людей. Красота, да и только. Вот так дома. Немного проеду еще по набережной. И потом сверну уже на центральную улицу. Вот такие повороты здесь. Выехала на центральную улицу. Ну вот если проехать вперед, там магазины, все, и сетевых много. Но я не поеду по ней. Поеду по набережной. Сейчас пропущу этот мопедик такой. Вот видите, А101. И если пройти вперед, очень много магазинов. Ну, я сверну сейчас резко направо и поеду вот сюда. Когда праздники, видите, какие флаги огромные просто вывешивают, натягивают такие провода, я не знаю, между домами и вешают огромные просто флаги турецкие. Кстати, на празднике в Турции вот были, ну еще идут пока они байрам, проезд бесплатный в общественном транспорте. Маршрутки за плату, а автобусы бесплатно. Видите, как украсили цветы. Даже в столбике поставили искусственные цветы. Вот молодцы.
Сейчас сюда тоже поверну. А здесь ресторан. Я когда-то снимала рыбный ресторанчик классный. Ресторан называется «Посейдон». Здесь хорошая территория. Внутри можно посидеть, на улице. Я как-то снимала. Так что можете прийти, покушать вкусную рыбку. И проеду вот здесь. Ребята, остановилась немножко отдохнуть в тенечек. И тут, елки-палки, музыка играет. Через дорогу отдыхают люди, загорают. Поэтому боюсь, чтобы YouTube не забанил. Ну, ладно. Мне очень было сегодня приятно с вами прогуляться. Вы посмотрели все своими глазами, увидели все то, что есть на самом деле. Я никогда не рекламирую ни жилье, ничего. Вы всегда просите, я езжу, мне не тяжело. Я сняла и сама увидела. Мне тоже это все интересно. Так, что еще? Видео, я не знаю, может выйдет немножко с опозданием, но может и нет. Поэтому, ребята, не обижайтесь. Я всегда снимаю с запасом на несколько дней, потому что и погода бывает разная, и обстоятельства бывают и семейные, и разные. Поэтому иногда бывает немножко позже выходит. Так, еще что, да, хочу, как всегда, попросить вас об услуге зайти на мой второй канал кулинарный. Называется он «Вкусно с Верой». Заходите, я там готовлю простые, но вкусные блюда и делюсь с вами своими рецептами. Ну, а вы делитесь со мной. Я хочу тоже приготовить и по вашему самому любимому рецепту. Так что не жадничайте, пишите в комментариях, какие у вас рецепты и что вы любите больше всего. Ну а на сегодня, ребята, всем пока-пока. До новой встречи в новых видео. И как всегда, вы же знаете, мы много чего не сняли, но обязательно снимем. И я, как всегда, возьму вас с собой. Все, друзья, всем пока-пока. Хорошего настроения вам, отличного турецкого солнышка, которое светит. Пусть оно и у вас светит, потому что говорят, что не везде тепло. Пусть оно светит и у вас. Приезжайте, мы всегда ждем вас в Турции. Встретимся и поговорим. Все, ребята, всем пока.